Привет! Сейчас тебе расскажу, как из кокосового ореха сделать прикольный какой-нибудь кулончик. Ну, какое-нибудь украшение. И кому-нибудь можно его подарить. Значит, берем кокосовый орех, разрезаем, очищаем, вынимаем все внутренности. И теперь нужно подготовить заготовку. Подготовить, значит, орех этот, зашлифовать. Убрать вот эти все волосатости, сделать гладкую ровную поверхность. Очень классный процесс, очень такой длительный, терпеливый. Сидишь, думаешь, чистишь. Ну, примерно так, более-менее зачистил. Значит, теперь надо отломать какой-нибудь подходящий кусок. Не отпилить, а именно отломать, чтобы края были какие-то такие неровные. Ну, будем сейчас ломать. Вот так вот примерно можно ломать. Ну, конечно же, я просто положил на пол и ударил молотком. Все, получились у меня такие вот 3 части. Так, ну, думаю, что вот эта вот часть вполне подойдет под заготовку. Теперь надо будет ее как-то еще придумать, края обломать. Пассатижами можно, наверное, какие-то еще ошметки тут поотламывать, чтобы было какая-то такая интересная, может быть, форма. Что-то типа вот такой вот заготовки получается, которую тоже можно еще немножечко пошлифовать. Шлифовка — это наше все. Шлифуем, шлифуем, уже вот час шлифуем. Не забываем также обработать все вот эти вот края, чтобы они были не острые и случайно не порезали никого. После того, когда сделали более-менее гладкую поверхность, хотя она никогда не бывает достаточно гладкой, рисуем то, что хотим здесь изобразить. Например, это может быть сердечко. Чтобы не портить лицевую сторону, ну вдруг там, как что потом не стирать, можно это сделать на обратной стороне. Ну, например, вот так. Теперь берем нашу шлифмашинку или бормашинку, и вырезаем то, что получилось. Вырезаем не по самому краю, а вырезаем с запасом, чтобы потом можно было края отшлифовать и довести до четкого, до четкой линии, потому что все равно не получится выровнять, да? Ну вот. Черновой вариант нашего сердечка готов. Сейчас будем его доводить до толку. А то какой-то совсем не очень. Так, для этого меняем насадку на, например, вот такую. На вот такую. Ну вот получилось какое у нас сердечко. Теперь необходимо опять его зашлифовать. Вот эти все внутренние края. Шлифуем, 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 шлифуем. Когда немножечко подшлифовал, можно придумать какое-то еще украшение, какие-то еще можно здесь сделать какие-то
Например, такие вот точечки, например, здесь что-то можно убрать, выбрать. То есть, ну, уже как бы фантазия у кого как развита, кто хочет так, кто делает. Сейчас что-нибудь делать. Ну, вот какие-то такие вот получились штуки. Сейчас будем пробовать. Сейчас буду пробовать еще. Итак, ну вот что-то примерно вот такое должно получиться. Тут все равно есть небольшие заусенцы, все равно в который раз необходимо брать наждачку и все это тереть, все это полировать. Кстати, не забываем про то, что необходимо будет как-то обработать еще вот эту сторону. Здесь тоже не... Как минимум надо немножко зашлифовать. Ну, как максимум, конечно, довести до такого же состояния. Ну вот, пожалуй, и все. Даже не знаю, как-то это надо показать. Так. Вот такой вот кулончик у нас получился. Здесь сверху можно проделать дырочку, вставить колечко и повесить на... какой-нибудь шнурок.